Константин, Да, добрый вечер. добрый вечер. У меня хорошая новость. Ну давай, рассказывай, давай, не томи. Ну, пожалуйста. Э, Таня, у нее слышит она, левое ухо слышит. Но она и раньше слышала. Говори Нет, подробнее. другое. Ну, она слышит. Раньше она что там? Она слышала только звуки какие-то, да, но слова-то она не слышала. Так, а сегодня что? Но Когда? она сейчас, она слышит сегодня, вот внезапно вечером, 20 минут назад, они были внизу, я наверху, Так, и вот пришли, и, в общем, она ухо левое закрыла, так, Робин ей, там говорил слова, она все повторяла. так. Она даже меня слышала, вы А зачем они понимаете? вдруг начали проверять? Я говорю, что я говорю-то, левое ухо закрыла? Она правое ухо правое, закрыла. У нее ж левое не слышала. Я же говорю, господи, у меня ж от волнения аж диафрагма жалась, Константин. У меня все Ну жалось. ладно, мамаша, я сам теперь меня нервничаю. от стресса надо в себя приводить. Я Хорошо. говорю, я От просто... такого стресса только выпивать хорошо. Ну, Нет, уже с вашей помощью-то я же уже не пью все. бедная. Ну вот даже попраздновать нельзя. Это уже, да, слава. Нет, я воды выпью, мне вот, Да. мне уже, вот. Так это, так что я хочу сказать-то, господи, разволновалась так, я говорю, у меня мозги. А ребенок В общем- что? Ребенок зарадован, ребенок понимает, что мы не зря работали. Она же такая умная девочка, ну. А еще я в таком оцепенении. Ну, конечно, она рада, ну а как же, она такая, ну, такой подъем у нее, она, потому что, ну, немножечко ей это, конечно, не нравилось, но Константин, она верила в вас. Она Ну, говорит, я она это знаю, верила. я знаю, Она солнце вам мое, я верила. знаю. Она прям вот настолько Она- вот такая, у нее чисто такая детская, как она навстречу такое шла? доверие было к вам. Вот, А как у нее понимаете? вся аура ее работала, ты что-то себе Да. представляешь? А потом у Таньки сильная интуиция все-таки. И, ну вот она вам верила, вот она вот как вот понятно. знала, что ли. Солнце мое, давай сначала. Ты видишь, что я снимаю. Я от тебя ничего не скрываю. Ты дала согласие. Спасибо тебе большое. Да. Мне Ну, вот во так, всей этой так. истории мне важно, что ты обратилась ко мне после того, как прочитала мою повесть «Золотая аура. Мечта всей жизни». Правильно? Да. И, ну, расскажи так вкратце всю историю, чтобы люди понимали, потому что я же не для себя снимаю, а для людей, ты же понимаешь. И ты согласилась не только для себя, а для людей. Пожалуйста. Расскажи все вкратце, коротко всю историю. Пожалуйста. Хорошо, конечно. Тут Спасибо. вкратце не получится, столько пережито было. Дело в том, что вот внезапно у нее никогда не было никаких ушных этих инфекций. И тут внезапно вдруг первый раз за 10 лет вот ушная вот эта боль. Началось это во Флориде, вот, и в июле продолжалось это, оно так утихло, то есть как бы мы там прошли курс лечения во Флориде, пока они приехали в Канаду, оно все прошло. И тут вдруг вот началось как-то все это... Это в каком месте началось? Втихую вот это все у нее продвигалось, то есть никто даже не знал, не думал. В каком месяце началось это? Ну, это с августа началось в самолете, вот эти боли, но никто ж не думал, что там такой серьезный оборот Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 4 месяца, понятно. Да, когда вот мы в больницу-то загремели, когда у нее же равновесие, у нее же она потеряла, и ей сделали МРТ, вот по-русски, да, и уже это же было во внутреннем ухе, и тогда я к вам обратилась, помните? Да.
И вот мы тогда неделю лежали, я к вам обратилась, и я все-таки, я считаю, Константин, вот без преувеличения, вот чисто как есть, вот я вам скажу, да, я считаю, что это ваша заслуга, то, что вы, инфекция не пошла на второе ухо, потому что Да. нам МРТ сделали, и нас же вы выписали из больницы с этими антибиотиками, да? Вот, мы, конечно, антибиотики принимали, как вы говорили, и спасибо вам за это, то, что вы все-таки и со своей стороны, и тем не менее антибиотики тоже как-то вы не говорите, потому что некоторые же люди говорят, не надо. Да вот, ты что, да никогда в жизни, только антибиотики, конечно, только. Всему свое время. Да, и вот эти вот, и то, что... Понимаете, уже тогда, это уже было чудо, что... Я сейчас телефон подключила. Да. То чуть не разрядился, что воспаление-то остановилось, оно не пошло. Оно уже как бы пошло, но оно остановилось, оно не посадило второе ухо, понимаете? А воспаление-то именно во внутреннем ухе, это серьезные дела. Да. И когда мы уже знали, серьезно, конечно... Да. И кроме этого, там вообще могло обернуться, могло это быть очень страшно. Могло быть что угодно, и энцефалит, и менингит, потому что у нее какой-то был коварный вирус, который себя очень вел себя очень... Да, я знаю. Вот, врачи же ей другие девушка, поставили аутоиммунное. Короче, девушка, делай историю короче, дальше. Ну да, видите, да. Ну так что... Ну и вот выписали... так нас же выписали во второй раз-то, когда опять этот... Так вот же на днях разговаривали, они уже хотели ей же поставить слуховой этот, как его... Имплантант туда в голову вот так протыкают, спицу эту вставляют в улитку, и все дела вот так вокруг уха, вот эту штуку. Ну, я знаю. То есть, примерно какой процент они определили вот буквально недавно, что она потеря слуха, какой процент? Они сказали по-английски profound, то есть это все. Окончательно? Вообще, да, то есть вообще ухо не будет слышать. Да, я у них там, конечно, даже не стала спрашивать про процент, потому что я там пыталась держаться, потому что, чтобы не плакать, чтобы вот это вот, сами понимаете. И, конечно, мне было... Я сам сейчас заплачу, господи боже мой. Я так переживал за нее, когда они говорили, что profound, то тут уже стараешься держаться, и чтобы ни ребенка не расстроить. И когда же... я в это все равно не верю. И что-то... помните, вот мы работали, и у нее что-то слух вот чуть-чуть улучшился, что ли. Вот у меня такое было чувство. Я опять к ним понеслась. Я им сказала, проверьте еще раз. Помните, вот это было помню. Через неделю, что ли. Они проверили, сказали... Она мне так еще, знаете, с таким где-то даже раздражением в голосе сказала, мол, это profound, что ты, мол, не понимаешь, что ли? Окончательно. Что тебе вообще, как тебе еще сказать, что это не восстановится? Мамаша, понимаете? Да, уже смирись, мамаша, уже. И вот мы делаем все самое лучшее, то что вот будет вот она вот с этим аппаратом. Понятно. Нам так повезло, что мы здесь. Давай про нас с тобой, про них неинтересно. Давай про нас с тобой. Да, действительно, в принципе, да, что они... Про нас с тобой интереснее. Я же не просто так тебя попросил, потому что ты уникальный случай. Ты прочитала книжку, и ты начала делать как в книжке. Вот что мне интересно, чтобы ты рассказала, конечно. Константин, я-то вашу книжку еще раньше читала. Я понимаю, но... Я ее прочла, и тут вспомнила. У вас было два случая таких. Да. Но там самый уникальный, который муж помогал жене. Вот в чем дело. И ты взяла для себя это как образец. Да, конечно, да. И у меня самое интересное, Константин, почему, что я хочу рассказать. Дело в том, что я сначала вот это все сделала сама, вот как-то по наитию, не знаю, может быть, потому что у меня где-то в памяти, я не знаю. А потом я уже прочла, вы понимаете, и один в один совпало вот то, что я видела, и то, что у вас было там написано. Потому что это правда, это же повторение, это правда. Меня вот это настолько удивило, что мне хотелось сделать именно... Потому что я прочла эту книгу, на 2 года прошло. Да, я знаю. У меня это изнутри, вот что-то вот в момент медитации вот это было, там, согреть ухо. Вот я увидела... Вот интересно было, что я увидела, что оно там как бы и не внутри. Я подумала, хорошо... Подожди, расскажи подробно. Ты села, стала со мной работать, и зашла в ее ухо, и стала видеть. Это было до того, как мы с вами поработали. Понятно. Это было за день до этого. На следующий день я вам позвонила, потому что это, да, было поздно, был вечер. И мы с тобой решили, что будешь работать вместе со мной.
Да, да, на следующий день-то я же вам говорю, Константину, Да. так и так. Видимо, да, вот надо было Но мне это быть же было, готовой, в принципе, мне хотелось, да. но это же было 2-3 недели назад, в принципе, я уж точно не помню. Да, ой, тут вы знаете, меня тоже спрашивают сейчас даты, все, мы столько, Ну, примерно столько примерно, пережили, да, вы примерно понимаете, 3 за эти недели 2 назад, месяца. да. Вы сами знаете, столько пережили, Знаю, столько знаю. слез, столько, потому что для меня уже тоже какое число, какой месяц, я знаю. Ну, но примерно тоже мы с для меня тобой начали уже вдвоем 3 недели назад. Я с ней начал работать месяц назад, а с тобой мы уже начали 3 недели или 1,5 назад. Да, действительно, да. То есть я подключилась. И мы с тобой работали 2 раза в неделю, да? Да, я потом действительно стала, а что я-то сижу? Вот хорошо, это ты правильно говоришь. Нет, до меня действительно потом, ну я же тоже, действительно, до меня дошло-то наконец, ну а я-то чего? Да. Действительно, думаю, я же Да. тоже могу дать ей энергию. Да. И столько. И ты же моя ученица, ты же все знаешь, все умеешь, конечно, давай. Да. А потом, вот помните, мне пришла еще вот мысль во время вот работы, когда вы работали, вот помните, я стала вспоминать, сколько вообще вот было людей, желающих помочь Тане, все-таки врачи, медсестры, Да, вот да, да. сколько, огромное количество людей, врачей. И я как бы собрала эту всю энергию, вы понимаете? Молодец. И эту энергию я как бы вот положила как вот почву, как вот в ее, вот в эту улитку, вот в этот, ну по-русски улитка, по-английски это collier, вот это. Да. И вот уже на вот эту почву, и я Тане говорила, что вот вспомни, как вот люди тебе не желали и помочь, и добра, вот. И вот на эту почву уже мы как бы... Вот я так делала, мне вот так вот мне захотелось. И уже на эту почву делали, чего только там не делали. И энергию посылали, и... Ой, ну ладно, ты можешь ее позвать на полминуты, чтобы она сказала, и все, и мы на этом закончим. Пожалуйста. Уж больно, да я хоть ее поздравлю. Да, ну конечно, да, действительно. Подождите тогда чуть-чуть, Я да? жду. Сейчас, она внизу опять там, они колбасятся на радости. Я потом это вырежу, Сейчас. паузу, давай. Ага, давайте. Ага, вот они мы. Вот они Сейчас мы. выключу наушники. Hi, Таня. Hi, Таня. Hi, dear. Ну, tell me your story. Tell me your story. I'm happy for you. Tell me. Yeah. Tell me. Yeah. Ну, Thank tell me. you. Thank you. You are so beautiful. Thank you. You're volume a bit, mommy. Хочу с наушников дать сюда. Сейчас, кстати, даже мы же с телефона, и поэтому Окей. не слышно с телефона. Надо в наушниках с телефона. No, tell me your story. Tell me. Well, first I couldn't hear very well through my left ear, and then it got better. Вот все ясно ребенок сказал. Коротко и ясно. Thank you very much. Thank you. Yeah. Congratulations. You're almost healthy right now. Okay. Yeah, I think when you worked on my ear, I think it helped a lot. You're good. Thank I you. like you. Oh, now you're talking business. Thank you. But I don't want to check you because I believe you. Okay. Yeah. Okay. Bye. Thank you. Okay. Thank you. Ну, мамаша. Сейчас, Константин. Какая она сладкая все-таки, боже мой, какая она сладкая. Ну, она довольно веселая, Да. радостная. Она Ну, что же, она Лёша, достаточно большая, тоже же, она что же тоже нервничает? же радостно же. Ну, она, конечно, у тебя крутая. Она виду не подавала, как будто так и должно быть. Ничего. Меня не жалейте, меня не трогайте, не говорите со мной на эту тему. Я пришла, скажите спасибо, что я пришла, я села, со мной работайте, но меня не трогайте. Я же не трогал, я же и не спрашивал ничего. Потому что зачем? Она с таким видом была. Она же в себе это все держала, переживала. Это очень серьезно. Ты не знаешь, с чего она начиналась, когда я с ней работал, что с ней в ауре творилось, и как это потом все успокаивалось, и потом только начиналась уже работа. Ну и потом ты подключилась.
Она Вот и всё. держалась вообще все это время поразительно. Это Поразительно правда, хорошо. это правда. У нее был такой настрой, вот вообще. Скажи мне, она слышала слова и от отца, и от тебя? То есть, Да, то есть и да, твой голос, и отцовский голос. Ну, что да. Там же, знаете, у нее же то, что она его голос. Дело в том, что там, когда вот в такой ситуации, там высокие ноты они слышат лучше, а низкие нет. Ну, То есть мы поэтому я даже не про- говорим о словах, Да. мы говорим о нотах. Поэтому да? я про отца и говорю, что слышала ли она его. В том-то и дело. Его, у него же глубокий Да, голос. у него низкий, Вот глубокий именно голос, да. его. Ну, слава богу. Солнце мое. Мы, знаешь, как Чебурашка, мы строили, наконец построили. Да, внезапно аж трясет А это меня. всегда внезапно. Это всегда. Я ж тебе- ну, помнишь, я тебе буквально 2 дня назад же говорил. Я не Оно думала, накапливается, что так внезапно. оно накапливается, потом раз и открывается. Да, вы сказали действительно. А я почему-то подумала, что это будет Но к этому никак... чуть-чуть. Нет, к этому... Во-первых, это ребенок. Там все процессы быстрые, пойми. Да, И мы да. вовремя захватили. Это вовремя. Это все вовремя. Кстати, на меня чувствую, что вы знали, что это будет Ну, я не знал, хорошо. я не мог точно день Да? знать. Я знал, что так оно будет, я не мог знать точно день, и я не мог знать на какой процент. Я так понимаю, что она подскочила до процента 80-90 сейчас, да. 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 Она и сказала, говорит, процентов на 20 хуже, чем правое ухо. Мгм. Процентов на Ну, 20. то есть Она она уже может определила определить, процент. Она молодец, Да. конечно. Ну, так эти 20% мы с тобой доделаем. Типа топереча, не то что давеча. Топереча же мы все доделаем. Да. Ну, ладно, спасибо тебе большое, солнце мое. Я очень рад. Я очень рад. Ну, я вижу, как ты рада, боже мой. Ну, я думаю, что спасибо тебе, что ты согласилась поделиться этой радостью. Я поставлю на YouTube, пусть все человечество знает, какая ты молодец, какая у тебя дочь молодец. Молодец, понятно? Дай Бог тебе здоровья. Да. Ну, а вы тоже. Я просто... И я молодец. Хорошо, спасибо. Может, потом перепишем, а то я что в таком состоянии. Не, Мне все надо хорошо, не как-то надо ничего играть. себя Не надо ничего играть. Естественные эмоции самые дорогие на свете. Все, спасибо большое. Надо сказать людям, чтобы верили. Не Самое надо главное, верить, чтобы хотели. Константин. Ты хотела. Верила, не верила, дело 10. Хотела. Ты же знаешь, хотеть самое главное. Желать. Сильно И не добиваться. сдаваться, Константин, не сдаваться, ни в коем случае не сдаваться нельзя. Вот это твой случай. А все, и вот нельзя этого делать. Вот нельзя. сейчас ты умные вещи говоришь. Спасибо тебе большое. Сдаваться нельзя. И... Пожелай людям с такими проблемами, чтобы они тоже вот так же вылечивались. Это все возможно. Молодец. Спасибо тебе большое. Ну все, я тебя целую, Таня, поцелуй. Константин, это Робину вам привет. спасибо. Все, не надо. Да. Люди больше не выдержат. Все. Счастливо. Ну все, Спасибо. До свидания. спасибо. Давай. Ага.